Всем привет, меня зовут Ируша, я немножко приболела, извиняюсь за свой голос, такой не очень приятный в нос, но впереди выходные я не могла не записать видео. Ходила я, тут вышла с мокрой головой после фитнеса в холод, и я молодец, не делайте так, как я, иначе будете страдать. Я уже 2 дня никак не могу вылечиться. С самого начала хочу сказать, что если у вас есть желание, пишите, пожалуйста, ваши комментарии и пишите, пожалуйста, вот это видео будет на тему сериалов, пишите ваши сериалы, которые вам интересны, которые вам понравились, что-то порекомендуйте, пожалуйста, мне, потому что всегда интересно посмотреть то, что действительно стоящее. Я буду рекомендовать в этом видео 3 сериала, но также расскажу про сериалы, которые я начала смотреть, но не досмотрела, самые такие известные сериалы, и скажу свое мнение о них, например, как Wednesday или Бумажный дом, и так далее. В конце этого видео я расскажу про сериал, который меня просто дико покорил. Я вообще в восторге от этого сериала, поэтому смотрите видео до конца. Первый сериал, о котором я расскажу, это сериал «Ты». Сериал на тему сталкеров. Менеджер книжного магазина приходит в книжный магазин девушка, он в нее влюбляется и высматривает всю информацию в соцсетях про нее и начинает за ней следить. Готов пойти на все, даже если нужно устранить кого-то ради того, чтобы быть с этой девушкой, этот человек может пойти на это. Интригующе, не правда? Но на самом деле я с подругой смотрела, вообще все сериалы с подругой смотрела, поэтому у меня 2 мнения. У нас с подругой по одному сериалу, по которому я буду дальше рассказывать, у нас разошлись мнения. Поэтому, может быть, и в этом плане тоже интересно, что не одно мнение. Но здесь она мне порекомендовала его, я, честно говоря, так не очень охотно хотела смотреть, но тема сталкера меня завлекла. Мы вообще любим, честно говоря, такие фильмы всякие про маньяков, такие со смыслом, не просто там какая-то беспорядочная резня, а именно, чтобы был такой глубокий подтекст. Здесь что мне очень понравилось в сериале? Во-первых, мне очень понравилось то, что сериал пролетел просто на одном дыхании. Мы смотрели, и он прям очень интригует, и каждая серия, она прям заканчивается, и думаешь, почему так она закончилась? Так, давай следующую смотреть. То есть хочется следующую смотреть серию. Прям действительно так. Мне понравился очень главный герой. Такая у него очень миловидная внешность, как любят говорить, смазливая, очень подходящая под эту роль, но немножко с такой чертовщинкой, с демонизмом немножко. Есть что-то такое в его глазах, не знаю, или он так сыграл круто, что что-то такое есть, что немножко отвращает от него. Хотя ты смотришь на картинку и понимаешь, что это вроде симпатичный парень. Но все его действия. И сериал этот главный интересен тем, что там идет закадровый подтекст, то есть там идет очень много его речи, то, что он думает. И это очень интересно, его мысли, то есть можно проникнуть в голову человеку, этого сталкера, и послушать, что он думает, и что он хочет на самом деле. Очень интересно. Главная героиня симпатичная, но мне там больше понравилась подружка ее, такая темненькая,
Девушка, не помню, как ее зовут, актриса, очень красивая. Вот. А главная героиня как бы, ну так, ничего. Вот. Ну, может, она такая и должна быть. Там не супер прям вот игра какая-то от нее была сумасшедшая. Вот. Но сам сериал просто вот действительно мы посмотрели на одном дыхании. Мы начали смотреть второй сезон. И мне не понравился. У меня подруга бы, она его смотрела, вот. Но так как я перестала смотреть, мы обе решили, что мы не будем дальше просматривать. Немножко уже такое, ну что-то такое вот, как повторение. Как-то вот решили второй сезон, понятно, на успехе сделать, естественно, но мне кажется, что можно ограничиться одним сезоном и достаточно. В общем, очень вам рекомендую, вот те, кто любит там про маньяков, ну там нет ни крови, ничего, вот, там есть моменты, как бы, но смотрите, очень интересные, вот, такие, в общем-то, ну, классный сериал, мне понравился, прям рекомендую, в общем, смотрите и пишите комментарии, как вам он зашел или не зашел. Второй сериал, про который я расскажу... ну давайте я расскажу сюда вставлю те сериалы, которые я начала смотреть. Значит, я когда была в отпуске, ну как в отпуске, я ездила отдыхать, и я смотрела в самолете мультик «Семейка Адамсов. Горящий тур». Да, если я не ошибаюсь, «Горящий тур», по-моему. И что-то мне так этот мульт зашел, такой он классный вообще, я так смеялась, прям весь полет, и мне полет, главное, так быстро прошел, и я на этих радостях, значит, решила посмотреть сериал «Wednesday», тем более, естественно, он мега популярный, но как же не посмотреть, честно, мне вот он не зашел, я не знаю почему, может, мне сейчас закидаете тапками, но вот вообще никак. Я посмотрела, правда, 2 серии, ну что-то какое-то, не знаю, я люблю такую тему, но, не знаю, мне кажется, немножко такой туповатый юмор, что ли. Он красивый, он, конечно, в плане там какой-то графики всего, ну, не графики, картинки, очень крутой. Я представляю, какая там колоссальная работа вообще над этим сериалом. Но, не знаю, мне кажется, немножко туповатый юмор. Может, конечно, надо было дальше смотреть. Не знаю, что скажете по поводу него. Я знаю, у него там куча фанатов. Вообще там пишут восторг, это шикардосина. Но что-то вот прям вообще не зашел. Не знаю, может, я какая-то старомодная. Дальше, что я еще смотрела? Мы смотрели «Бумажный дом», да, если я не ошибаюсь, тут выписала, да, «Бумажный дом», про преступников, которые решили захватить Королевский монетный двор. Это испанский сериал, тоже мега популярный. Я знаю очень много звезд, которые там голливудских, которые там вообще в восторге от этого сериала. Да и вообще многие в восторге. Вот здесь вот у нас мнения разошлись с моей подругой. Ей он очень понравился, мне не понравился. Я засыпала, мне было скучновато, мне не хватало динамики. То есть в моменте, когда что-то происходило динамично, я просыпалась и думала: ого, сейчас с этого момента начнется, и я буду в тех рядах с теми людьми, которые пишут, что это сериал «Восторг». Но когда что-то проходило снова, начиналось там очень много диалогов, очень много таких каких-то очень нединамичных событий, которые, плюс локации, там практически одни и те же локации, там в первых 5, вот, я давала возможность этому сериалу 5 серий, хотя мы смотрели практически все серии, досмотрели, я не помню точно сколько там. Вот. Ну и там серии, надо сказать, что они довольно, там, по-моему, длинные, если не ошибаюсь, в отличие от других там сериалов. Вот. И я так как-то на часы так посматривала, когда же закончится эта серия. Ну, короче, тоже что-то мне не зашло. А вот подруги, вот видите как, вот разошлись у нас мнения.
Поэтому там, конечно, есть прям вот юмор, ну такой, ну совсем там чуть-чуть этого юмора от одного актера, героя, и все. Вот. Значит, следующий сериал, про который скажу, сериал старый, он начал выпускаться в 2003 году, и шел он, ой, очень много лет, там 10 лет, что ли, он шел, не, может, даже больше. Не 10. Ну, короче, не буду вас путать, но он очень долго шел, потому что он действительно, когда вышел, он стал мега популярным. Это сериал «Два с половиной человека». Там играет актер Шон... Ой, боже мой, ну вылетело у меня из головы сейчас, ну как так? Ну, известный, в общем, актер, который, мне кажется, играл самого себя, там, свой образ жизни, вот, который он ведет в жизни, который такой он там и в сериале. Сериал про двух братьев, один брат закостенелый такой холостяк, который отличается очень от своего брата, брат такой занудисто такой правильный, и они переезжают, который в разводе, и они переезжают, вот этот брат переезжает с сыном, и они живут втроем, и сын маленький, вот, собственно, 2,5 человека, половинка это и есть сын, вот, и вот, в общем, показываются разные истории, ну, там, конечно, есть немножечко такого пошловатого юмора, но, опять же, куда без него, вот, американские все сериалы не могут, мне кажется, существовать без пошловатого юмора, вот, ну, там очень много, естественно, так как холостяк, один из братьев, очень много всяких историй, когда он там встречается с женщинами, очень много смешных моментов на эту тему, и вот этот вот брат Алан, как он реагирует, и он такой неудачник, ну, в общем, полная противоположность. Ну, интересно смотреть, очень интересно, они там еще наставляют этого маленького мальчика, тоже, чтобы он таким ловеласом был. Очень клевый сериал. Я помню, когда я его посмотрела, я постоянно смеялась. Я не знаю, может, сейчас, конечно, юмор немножко устарел, и я не пересматривала уже давно его. Надо будет как-нибудь пересмотреть. Картинка уже, конечно, по сравнению с современными сериалами очень отличается для глаза. Вот. Но очень вам рекомендую в качестве такого, ну, можно сказать, семейного. Там ничего такого прям запретного нету, и для детей в том числе, ну, для детей таких взрослых уже, конечно, наверное, подросткового возраста. Вот. И, в общем, так что я смотрела, помню, в компании, и нам очень нравилось, прям вот мы очень много смеялись, а что, собственно говоря, еще и нужно, если сериал заявлен как комедийный, и он доставляет юмор и радость. Поэтому, ну, в общем-то, в целом он действительно такой безобидный и смешной. Поэтому очень... Чарли Шин, я вспомнила, актер Чарли Шин, да-да-да, вот. Его там в том числе впоследствии закрыли, по-моему, или поменяли на актера, потому что он там дебоширил, и у него с алкоголем там были проблемы, он постоянно на съемочную площадку приходил в алкогольном опьянении, вот. Ну и, собственно, он там, я говорю, сыграл самого себя. Вот. Так что тоже вам рекомендую обратить внимание на этот милейший такой сериал. Ну, а третий сериал, тарам-парам, фанфары, и я, правда, как я сказала, мы в дичайшем восторге с моей подругой, это сериал
Игра в кальмара, о которой, я думаю, все слышали. Вы знаете, я долго не могла собраться его посмотреть. Я вообще, честно говоря, сериалы не смотрю многие по причине того, что они затягивают, потому что на сериалы нужно время, а иногда не хочется тратить просто вот время свое, хочется больше дел поделать. Вот. Но мы когда с подругой выбирали, что посмотреть в очередной раз, мы как-то почитали отзывы, и захотелось что-то такого вот, ну, не просто какое-то там комедийного, захотелось что-то посерьезнее. Вот, и выбрали эту игру в кальмара. Я быстренько пробегусь по содержанию. Игра в кальмара про главного героя. Я не буду называть имя, потому что там какой-то Суин. Вот. И он такой неудачник по жизни. Он сидит на шее у мамы, вечно в долгах. И, в общем, все последние деньги, даже те, которые зарабатывает, их тратит на в казино или на скачки, что-то такое. Вот. И спустившись в метро, он встречает человека, молодого человека, который ему просовывает карточку и предлагает сыграть в детскую игру. Вот. И уходит. В общем, главный герой немножечко думает, потом узнает, что его бывшая жена хочет увезти его дочку в Америку, и он решается пойти. Ну и там, естественно, говорится, что будет большой очень приз денежный, вот. И он решается пойти и сыграть в эту игру. И попадает последним игроком, попадает в комнату, где им озвучивают правила игры. И через короткое время они понимают, что правила игры не на жизнь, а на смерть. Вот, то есть это детские игры, эти правила игры основаны на детских играх, но конец у них совершенно не детский. Вот. Что можно сказать сразу же с первой игры? Первая игра, конечно, очень страшная. Вот. У меня аж прям сердце замерло. И я, честно говоря, даже подруге говорю: мы будем досматривать, мы будем смотреть дальше, если с самого начала такой трэш уже. Вот. Но я на самом деле очень быстро поняла, что к чему. Хотя мне как-то это особенно не дается иногда в фильмах, там таких вот, когда, знаете, только в конце узнаешь, что на самом деле, что же это все значило, когда сидишь целые 1,5 часа и не понимаешь, что происходит на экране. Вот, а здесь я на самом деле сразу же поняла, в принципе, если быть внимательным, то можно сразу много вещей заметить. Но сериал просто крутенский. Вот от самого начала до конца. Это снимала Корея. Конечно, они очень сильные, очень. В плане фильмов. И то, что Netflix их заметил. Кстати, рейтинг, я думала, у них будет повыше. Рейтинг у «Кальмара» 7,6, по-моему. Я бы прям все 10 дала. Я не знаю, есть ли 10 вообще на Кинопоиске, я смотрела. У кого-то 9 там. 9 это вообще, по-моему, шедевры какие-то. Вот. Но я бы отнесла игру в кальмара к шедевру. Потому что настолько там много деталей, настолько они все связаны, настолько там огромный глубокий подтекст, настолько этот сериал может научить человека чему-то.
Там даже потом, я вам не рекомендую очень сильно-то читать, а если вы решитесь посмотреть с самого начала про этот сериал, там какие-то факты, не смотрите ничего, посмотрите сначала сериал, потом читайте про факты. Вот, я не буду спойлерить вот это вот слово, вот, но там даже имена, они непростые, они не просто так, там, ну, вот каждая деталь, она для чего-то, вот, и очень тоже динамичный сериал, очень, конечно, переживаешь за героев, влюбляешься в них, уже как они становятся такими близкими. Вот этот плохой герой, кстати, он вообще случайно стал актером, он работал в компании LG и увидел кастинг и написал чисто так вот на удачу, и удача ему засветила, так что тоже очень круто сыграл этот актер, прям вот полная ненависть к этому актеру, вот настолько он там противный, настолько вот он там мерзкий такой, ух. Вот, круто сыграл. И, в общем, и главный герой круто сыграл. Да все там круто, и девушка тоже круто сыграла. Смотрите, масштабно снят, картинка сама просто вот вообще крутая. И сериал просто, правда, крутенский. 9 серий, и когда уже была 9-я серия, нам было так жалко, что всего 9 серий. Так жалко, что сейчас еще снимается второй сезон. Я представляю тоже, что он будет крутой, но еще надо ждать. И мы так с подругой так расчаровались, так, еще сколько ждать. Такое редко бывает у меня, чтобы я вот прям ждала продолжения. Так что смотрите, это обалденный сериал. Ну, я бы могла рассказать и больше, но зачем я буду всякие спойлеры вам тут делать, вот, поэтому, в общем, да, наверное, больше ничего говорить не буду. Смотрите, там и поплакать есть где, там есть очень много моментов, которые действительно берут за душу, вот, и вот. Так что просто я в восторге, мы в восторге с подругой, и очень вам рекомендую, тот, кто еще не смотрел, а тот, кто смотрел, напишите, пожалуйста, мне в комментарии, если вам, конечно, хочется, я никого не заставляю, вот, что вы думаете про «Игру в кальмара». Я считаю, что это просто гениальный сериал. Вот, ну, я так смотрю, время-то 22, я так кратенько хотела записать, и вышло на 22 минуты, долговато я сегодня что-то говорила, но, в общем, надеюсь, что вам будет интересно. Пишите, пожалуйста, комментарии, а так увидимся в следующем видео. Я буду сейчас активно лечиться, и следующее видео будет что-нибудь такое про косметику. Все, до встречи, хороших вам выходных, и увидимся в следующем видео. Пока!